Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Оксана Good Vintage. Продолжаем искать клад на различных свалках-помойках. Все, что интересного, ценного и красивого удается найти, я вам показываю, мои дорогие зрители. Сегодня нам предстоит разобрать вот этот мешок. Возлагаю на него большие надежды, так как увидела такие интересные вещицы. Но если это оправдает мои ожидания, то, в общем-то, я буду очень довольна, рада. Увидела даже тут какую-то маркировку. В общем, не терпится разобрать этот пакет. Кто не смотрел прошлые видео, посмотрите. Там я показывала начало. То есть у меня я купила два, вернее, нашла и купила два вот этих пакета. Первый пакет показывала в прошлом видео, а сегодня вот этот. Но перед началом хочу показать еще вот такую свою находку. И это... Вот я даже не знаю, что это, конфетница, что это, для украшений, для каких-то печенюшек, для чего не знаю, но нежнейший рисунок, это деколь с дорисовкой. Тоже спрашивали меня, как отличить деколь от... Вот я сейчас сказала деколь с дорисовкой, а вы знаете, я сейчас не вижу те пиксели, которые говорят о том, что это деколь. На самом деле это ручная роспись. Вижу лишь только мазки, пикселей не вижу. Если вы, вот скажем, в подобных предметах видите сюжет вот пикселей, который, как сказать, видны как будто бы, как в фильмах, то это деколь, и там можно заметить какие-то мазки, это дорисовка, а вот в этом рисунке я этого не вижу. Находила в интернете, мне вот эта вещица за 50 центов досталась, там я находила начиная от 30-20 долларов, Тайвань написано, компании, в общем, больше не видно. Вот такое интересненькое что-то я нашла. Ну и давайте приступим к непосредственно самому поиску. Попробую отыскать здесь что-то интересное. В прошлом пакете я как-то разочаровалась, ничего интересного не нашла. Два пакета вот мне достались за 10 долларов, они одинаковые, оба тяжелых были, но в прошлом процессе поиска что-то меня там не порадовало. Ничего, ну особо такого не было. Единственное, я показала вам вот эту классную миниатюру, вот эту вот необычную вещицу от художницы Барбара Фюрстенхофер. Это Западная Германия. Вот эти вот миниатюры, они очень ценятся, как оказалось. Так. Давайте приступим. Только разбирать будем вот эту кучку. Вижу уже несколько интересных предметиков. То, что сейчас мешочки в сторонку уберу. А то, что не в мешочках. Так, ну вот это вот часто, да, в довес закладывают. Я даже на этом останавливаться не буду. И первую вещицу, которую хочу рассмотреть, это вот такая вот, вот такое колье. В хорошем состоянии. Я вижу, есть маркировка. Так, что тут не так? Все так. Какая чудная вещица. Термопластик. И выполнен так, что... Ой, и обратная сторона какая красивая. Просто супер. И в отличном состоянии. И вот эта вот деталь говорит о винтажном возрасте. В общем, смысл такой, что фигурная часть, вот нижняя, на нее надета вот такая термопластина, и вот листья сами, получается, как будто вот такое что-то выпуклое. Очень интересная вещица. Странно, что даже за 2 доллара ее никто не забрал, и попала она в общий мешок. А вещь просто изумительная. И сразу видно, что она будет по
шейки лежать. Выкладка очень хорошая, как бы вот тут немножко край приподнят, и будет прям просто супер. В общем, сама залюбовалась, несмотря даже на то, что тут написано. И это Кора, мои дорогие. Кора — это всем, конечно, хорошо известная компания. 1902-1901 год. Эту создал компанию Эммануэль Кан в Нью-Йорке. И к этой компании в 1903 году присоединился Карл Розенбергер. И с этого времени украшение маркируется как Кора. Потом Кора создал несколько дочерних компаний и существовал до 1992 года. Вот такая вкратце история. Но Кора очень люблю, всем знакомая известная компания, но украшение это стоит почистить. И предположительно, конечно, я знаю, что Кора выпускала комплекты, как правило, как минимум это колье, браслет и серьги, клипсы. Вот. Теперь еще задача собрать вот этот комплект. Да, чудная вещица. Следующий пакет. Вижу, что это кулон. Так, минуточку. Кулон. Вижу сразу маркировка. Тоже стоил он когда-то $1. Причем в хорошем состоянии. Есть немножко следы износа. И тут есть маркировка. И, мои дорогие, это Лиснер. Вот это вот, да, я понимаю. Вот это я понимаю. Это опять-таки 50-е годы. Это начало кампании 1915-16 год. Расцвет приходится в 50-е годы. Это просто изумительная маркировка. Лиснер вот в таком виде начала компания начала ставить в 1935 году. То есть вот предположительно 35-й, 40-й, может быть даже эти годы. Но в отличном состоянии. Меня прям в общем, короче, дар речи потеряла от такого восторга. Уже, как говорится, компенсирует неудачный состав пакета с прошлого. И вот этот вот пакет, как говорится, уже все мои пожелания оправдал. Великолепная вещица. Ну, как осовременить? Конечно, можно на цепочку, но осовременить можно именно на кожаный шнурок. Я люблю на кожаном шнурке вот эти такие кулоны носить. Чудные вещицы. Почистить надо. В таком не совсем чистеньком состоянии. Так, следующий пакетик. Опять это брошечка. Какая изумительная. Тоже броши листья. У меня тоже есть коллекция. И эта брошь такая старенькая. Так. Подумал, что здесь вот площадка для маркировки. Нет, а это вот такой вот листик. Но сама брошь. Мне нравится сочетание вот такого сложного броширования и сочетание глянцевого металла. Тоже очень хорошо выглядит. Просто великолепная. Ну, так, тут работает, не работает. Даже не смотрю, работает, не работает. Это уже не важно, да? На самом деле это важно. Она так хорошо застегивается. Да, стоит поправить немножко изогнутую иголку. Вот такая чудная вещица. В последующих видео я покажу вам коллекцию именно вот таких листьев. Сейчас не буду тратить время на поиски, потому что хочется разобрать и следующие украшения. Так, ну, в общем, тот мешок полностью уже компенсирован вот этими находками. А, вот это вот мне прям знакомая вещица. Так, если это то, что я думаю, это, думаю, JG. Точно.
Видите? Великолепная брошь. Эта компания отличается именно своей оригинальностью. То есть броши тематические, очень оригинальные, очень интересные. Я сейчас в подтверждении сказанному хочу вам показать несколько брошей. Тоже минутку. У меня есть брошь от JG, тоже тема. Ой, сказала JG. Вы знаете, а это Creators Cuts. Это совсем не то, но тема, посмотрите, как похожа, между прочим, да? Чай, ложечки. Я почему-то подумала, что это брошь у меня, которая есть в коллекции, тоже от JG, но я ошиблась. Но тема чаепития, как видите, продолжается, да? От JG хочу вам показать, как сказать, немножко реабилитироваться. Вот такую брошь. Велосипед. Это в подтверждении того, что компания выпускала именно оригинальные сюжетные броши. Видите, вот она все любила компания выпускать именно какие-то подвижные, чтобы детали были у брошей. Вот велосипед. Но мне кажется, они как-то вот в стиле в одном. Странно, я прям ошиблась. Я почему-то была уверена, что это тоже брошь от JG. Она тоже такая старенькая. Здесь типа филигрань прессованная. А здесь вот она тоже такая тяжеленькая. Здесь и чашечка, и пакетик чая, и ложечка. Ну, сюжеты, вот видите, как они кочуют между компаниями. Видно, в какой-то момент были востребованы именно вот тема чаепития, да, 5 o'clock. И, возможно, вот серия украшений на эту тему разные компании поддержали. Ну, думаю, что моя чаепитная коллекция пополняется. Все равно они будут лежать в одном месте. Ой, уже я прям рада, довольна. Так, здесь что-то вот такое колье. Длинное. Тоже когда-то стоило $3. Даже ценник затерся. Где-то под дождем, наверное, была это. Ой, этикеточка. Так. А вот такое колье. Обратная сторона, кстати, тоже очень качественно выполнена. Так, сережа тут у нас стонет. И оно длинное. Боюсь сказать по поводу возраста, ошибиться, но вот эта форма цепи, у меня есть браслет в таком же креплении элементов, и колье тоже есть, но я думаю, что это 70-е, 80-е кристаллы на амальгаме, потому что, видите, такой отражающий эффект зеркальный, и выглядит очень ярко. Такое колье вполне современное, думаю, что можно носить и в каких-то современных аутфитах, и цепочка довольно-таки длинная. Ну, тоже это в пользу того, что это, возможно, 70-е, даже 80-е. Вот так вот. Сказать, что она как-то самостоятельно приделана, нет. Потому что это родная. По оттенку металла хорошо совпадает. И да, вот по, видите, идентично, то есть по расстоянию тоже вполне себе логично, чтобы цепочка была такая удлиняющая. Почистить тоже нужно, вполне себе может быть. Использоваться. А, мои дорогие, что я заметила сейчас? Моей радости просто нет предела. Это клипсы, серьги, тоже кора, маркированные. Здесь немножко повернут как-то, да? Может быть, для удобства как-то хозяйка их повернула. Может быть, просто так. И это когда-то стоило $1. Почему-то отдельный ценник. Тоже кора в хорошем состоянии. Здесь вот почему-то немножко повернуто. Ну, возможно, для удобства хозяйка так повернула. И, как говорится, сложился комплект. Где он? В общем, моя задача
заняться поиском браслета. 100% уверена, что где-то есть и браслет. Так что я знаю, что у меня тоже так часто бывает, как и у многих любителей винтажных антикварных украшений, когда собираются комплекты не сразу. У меня несколько комплектов, которые собирались годами, можно сказать, там на протяжении, вернее, с промежутком полгода собирался какой-то комплект у меня. Какие-то украшения действительно через год собирались. Надеюсь, что вот этот комплект мне удастся собрать тоже. Ну, буду искать, как говорится. Думаю, что вот этот чудесный комплект, колье и серьги притянет таки браслетик. Ну, я обязательно буду вас держать в курсе дела. Здесь вот вижу немножко скол, мои дорогие. Думаю, что все-таки на эту серьгу либо наступили, либо что. Вижу немножко вот скол, очень жаль, да? И немножко сдвиг вот самой этой клипсы произошел за счет этого. Да, немножечко думаю, что наступили на нее. Буду поправлять, конечно, вот это ничем не исправить. Так, а здесь все нормально, здесь все нормально. Вот. Думаю, что вы тоже видите, да, вот с этой стороны скол немножко. Жалко, но, тем не менее, как говорится, не все коту масленица. Так, следующий пакетик тоже стоил когда-то $1,5. И в этом пакете что? Так, здесь вижу какие-то бусины, тоже часто докладывают. Здесь вижу часы. Ой, мои дорогие, я уже с этим тоже знакома. Сейчас, минутку, отключусь, достану. У меня есть вот такие часы. Так, сейчас. И это съемный браслет. В общем, есть разные часы, съемные браслеты. Здесь у меня вот такой вот браслетик. И это Нарми. Так, и здесь, по-моему, тоже Нарми. Тоже Нарми. Мои дорогие, ну вот эти часы, браслет перламутровый. Думаю, что вы видите, да? Что это перламутр. В интернете смотрела, когда нашла вот эти часы, информацию по этой компании. Качественная, высокотехнологичные материалы дорогие используются. Фишка в том, что комплект, в общем, можно купить одни часы и несколько браслетов. То есть, меняя браслеты, меняете стиль, то есть часы-браслет. Смысл вот такой. Но то, что это очень качественные сами часы, сам механизм, это факт. Вот здесь у меня вот такой, а здесь вот такой. В общем, короче, можно теперь на эти часы ставить этот браслет, на эти часы ставить этот браслет. Но мне кажется, что с этим браслетом не то. Да, он тут растянулся, его надо перебирать. Хотя вот бусина, смотрите, прекрасная мурана. И здесь вот какие великолепные бусины. Чудесная вещица, но в растянутом состоянии. Так, а здесь вот что здесь? Здесь они тоже, кстати, на резинке. Я сразу не заметила. А здесь вот резинка растянулась. И тут еще, как говорится, к комплекту идет еще и вот такой браслет. Какие красивые бусины. Здесь вот сама квадратная бусина, она как бы вот играет за счет того, что есть такая огранка, но она как будто бы внутренняя, то есть поверхность гладкая, но сверкание как будто огранка есть, как будто изнутри огранка. Ну да. И вот эта бусина великолепная, тоже красивая. Да. Красотища. Вот какая тоже. В звездах. В общем, вот так тоже коллекция пополняется. Видите, можно перестегивать. Давайте попробую я вот на эти часы. Более качественный браслет, который в хорошем состоянии. Все равно я этот браслет буду перебирать. В общем, не освободила. Здесь нужно что-то плоскогубцами раздвигать.
за кадром это сделаю. В следующем видео вам покажу. Но вот этот стеклянный бусин очень красивый. В общем, вот так тоже собирается, да? Коллекция такая. Возможно, соберется еще какое-то количество этих браслетов. Тоже вам, конечно, покажу. Вот такие находки. Остался тут пакетик. Сейчас вот такой. Подвину. И здесь тоже вижу брошь. И думаю, что в качестве шедевра эта брошь вполне себе подходит. Брошь ангел тоже когда-то стоила $2. Так, хочу посмотреть сразу. Такие крупные барашки. Это винтажная брошечка. Так, снимаем. Нет маркировки. Она такая. Хорошо застегивается. Да. Маркировки не вижу. Если видите, пожалуйста, напишите. И это вот такая брошь ангел. У меня есть большая коллекция. Уже на сегодняшний день могу сказать, что брошей ангелов у меня много. Но вот это просто великолепная брошь. Сочетание матового материала и глянцевого желтого оттенка под золото. Просто великолепная. В следующем видео покажу вам всю коллекцию брошей ангелов. Если вас это интересует, пожалуйста, напишите в комментариях. Буду хвалиться. Сегодняшний пакет меня очень порадовал, очень удивил. И я очень довольна вообще сегодняшней распаковкой. Надеюсь, вы тоже получили удовольствие. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.